Всем привет, друзья! Ко мне обратился один магазин по продаже фурнитуры для украшений. Называется BB Craft. Это интернет-магазин. Ну и предложил мне снять для них видео с распаковочкой. Офис находится во Франции, и, как я понимаю, этот магазин, наверное, ориентирован больше на европейского покупателя. Ну, видно, и Россия стала для них интересна, так как товар в основном представлен китайскими производителями. Ну и давайте, наверное, разберем, чем этот магазин может нас привлечь. Ну, магазин у них мелкооптовый, в этом есть свои минусы, но и есть, конечно, плюсы. За счет количества можно и найти там интересную цену за аналогичный товар с сайта AliExpress. Для сравнения я возьму вот такие шапочки, колпачки, кто как называет их. Вот такие нам известные. И я их взяла и сравнила с сайтом AliExpress. Такие шапочки в BB Craft за 100 штук продают за 718 рублей. И одна штучка выходит 7,18. Ну а на Алиэкспрессе продаются такие шапочки по 10 штук за 297 рублей. И одна штучка выходит 29 рублей, ну почти 30. Поэтому цены в BB Craft получается в 4 раза меньше, чем на Алиэкспрессе. Я их потом открою и покажу вам все. Это так упаковано было, как все. Я еще не распаковывала. И будем смотреть вместе. Доставка в этом магазине платная и, конечно, зависит от веса посылки. Ну, если найти товар с интересной ценой и разделить сумму доставки на количество, то не так уж все, наверное, и страшно. Срок доставки 15-18 рабочих дней. Так написано на сайте поставщика. Моя посылка шла немного дольше. Цены доставки и пакет называется. Можете посмотреть в описании. Ну, если вы купите товар больше, чем на $39, то доставка у вас будет бесплатная. Ну и теперь ищем интересную цену и набираем на $40. Платим потом картой или PayPal. И получаем, конечно, ощутимую разницу в экономии. И еще интересная информация для тех, у кого есть канал на YouTube и у кого более 100 подписчиков. Магазин предлагает участвовать в программе BB Craft YouTube. Ну, проще говоря, если у вас на канале более 100 подписчиков, то вы можете получить товар на $40 бесплатно. Для этого нужно связаться с магазином и получить одобрение. Ссылка на это участие в программе BB Craft YouTube будет размещена под видео внизу. Ну а теперь давайте посмотрим, что я выбрала в этом магазине для себя. И я сейчас все раскрою. И будем смотреть вместе. Хотела показать, что вот в таких пакетиках приходит. И вот в таких контейнерах. Здесь у меня подвески. Они были в пупырчатой пакетике в пупырчатом. Потом еще в пакетике. Сейчас я все раскрою и будем смотреть. Ну вот такие шапочки, колпачки. Кто как их называет. Позолоченные, 18 карат, как все написано у продавца. Вот такие вот красивые шапочки. И я думаю, что эти шапочки подходят к любому размеру бусин. Эта бусина у меня 10 миллиметров. Смотрится хорошо. И даже на бусине 12 миллиметров.
украшения где-то их проставить. Очень красиво они выглядят. И вот такие шапочки я еще не покупала на Алиэкспрессе и заказала в этом магазине. Здесь 100 штук. И, как я уже говорила, стоят они 718 рублей 100 штук. Ну, а на сайте Алиэкспресс они дешевле, 200 с чем-то рублей, 297. Ну и всего лишь 10 штучек. А здесь 100 штук. Вот. Надолго хватит таких шапочек. Они очень красивые и подходят для каждой бусины, как я уже сказала. Мне они очень нравятся. Дальше это бусины. Бусины проставочные. В каждом пакетике по 50 штук. И в комплекте, вот в контейнере, они пришли 4 пакетика. Вот так упакованы. И 4 размера разных. Вот самый большой размер. Здесь 4 миллиметра идет. И отверстие 1,5 миллиметра. Тоже покрытие 18 карат. Выглядят, конечно, красиво бусинки. Проставить между бусинами можно. Смотрится красиво. Потом идут 3 миллиметра. Отверстие 1 миллиметр. Тоже 50 штук. И 2 миллиметра. Вот такие маленькие. Нет. Ну да, 2 миллиметра. И 2,5 миллиметра. Вот такие совсем маленькие. Описание у них очень хорошее в магазине. Каждый товар описан очень подробно. Так что можно прочитать все от и до, что нам нужно знать о товаре. Дальше я выбрала вот такой контейнер. И здесь бронзовые шапочки. В комплекте здесь 12. Видите, подписаны, каждый бокс подписан 12 комплектов шапочек. И в каждом боксе идет, по-моему, по 20 штучек. Давайте посмотрим. Вот. Все описано на сайте. Какие шапочки, какого размера. Я не буду каждую описывать. Я просто покажу вам. И одену на бусину, покажу. Посмотрите, вот здесь можно очень интересные шапочки выбрать. Взяла разнообразие посмотреть на шапочки, потому что таких вот некоторых шапочек у меня не было никогда. Для меня это новинка. Я не находила на Алиэкспрессе такие, поэтому я решила выбрать наборчиком. Ну, здесь уже идет филигрань. Очень маленькие. Я такие очень редко ставлю. Но бывает и нужны и такие шапочки маленькие. Закрыть отверстие, чтобы какой-то минимализм был. И они красиво тоже смотрятся. Но их здесь очень мало. Вот так вот смотрятся. Это тоже, смотрю, филигранные. У меня такие большие есть, но я их практически никуда и не ставила, такие шапочки. Сейчас одену,
Посмотрим. Вот такие. Видите, тоже филигранные. Я думаю, они хорошо разгибаются. Можно их и на бусину, наверное, поменьше одеть. Ну, куда-нибудь можно применить. Вот такие большие, конечно, это шапочки я наблюдаю. Это, наверное, 12-10 миллиметров сейчас. Но красивые. Выглядят очень красиво. Сейчас я померяю. Бусина 12 миллиметров. Видите, она немного большеватая, мне кажется. Такая шапочка. Но смотрится красиво. Наверное, бусины 14 миллиметров хорошо будут, 16. Это когда я делаю украшения боха. У меня большие бусины были. Я такие как раз искала, мне нужны были большие шапочки. Вот такие шапочки. Ну, такие уже видела я на Алиэкспрессе. Достаточно таких много. Тоже смотрятся красиво. Вот такой пин взять. Нет, не видно. Даже шапочку. Хорошо смотрятся на 12 миллиметрах. Не помещаются. Маленький контейнер такой. Вот эти шапочки мне понравились. Такие я еще не видела на Алиэкспрессе. Может быть и есть, конечно. Вот такие. Они, наверное, для маленьких бусин. Скорее всего, подойдут. И здесь я не показала. Вот смотрите, как сделано внутри шапочки. Как будто цветочек. Вот такие мне нравятся. Я когда делаю украшения, например, гроздья или где-то вышивки применить, вот такую шапочку можно поставить сверху. Поставить вот такую бусинку маленькую и пришить. Получается цветочек. Такие мне нравятся шапочки. Красивые. Так. Здесь уже филигранные идут. Такие я не очень люблю шапочки. Я уже, по-моему, такие покупала, у меня были. Но они у меня не востребованные. Взяла я 12 миллиметров бусинку. Ну вот если вот так поставить на сережку, вот с таким пином красивым, то красиво смотрится, да? Можно поставить. Ну а так шапочки они простенькие и филигранные. Так, здесь тоже филигранные идут шапочки. Здесь уже форма другая, вот такая. Сейчас покажу. Так, не хочет. Сейчас одену на бусину. Так, наверное, будет проще. Так, а какую бусину взять? Давайте 10 миллиметров. Посмотрим. Ну вот, красиво смотрится. 10 миллиметров. Бусинка, она ее прям обнимает хорошо. Красивая шапочка как элемент. Вот это мне нравится. Хоть она и филигранная, но они такие, вот эти шапочки, они такие плотные, не мягкие, рукой не сожмешь.
Вот эти мне понравились, красивые. Смотрятся на бусинки. Так, дальше. Тут маленькие бусинки. Такие у меня шапочки уже были. И в серебре, по-моему, и античное золото с таким рисунком. Да, у меня были такие. Хорошенькие шапочки. Так, это бусина 8 миллиметров. Хорошо на 8 миллиметров, да. Такие шапочки. Вот эти мне понравились шапочки. Форма красивая. И такие я тоже не видела. Так, здесь, наверное, бусину я возьму поменьше. Вот у меня белая есть. Сама шапочка я сейчас покажу вам. Вот такой формы. Красивой. И вот так внутри. Тоже для вышивки, я думаю, красиво будет, если здесь поставить маленькую, например. Нет, это большая. Если вот такую поставить, посмотрите, как смотрится, да? Для вышивки можно гроздья делать. Смородины, как мы делаем. Подвесочки красивые. Вот такие шапочки очень красиво подойдут. Для таких целей, для подвесочек. Ну и смотрится она красиво на бусинке. Интересно, да? Сейчас бусинку возьму побольше. 10 миллиметров. Тоже хорошо смотрится. Красивые шапочки. Такие мне нравятся, конечно. Они необычные. Так, ну здесь тоже интересные шапочки. Вот такой формы. Они довольно такие толстые. И здесь, наверное, тоже где маленькая. Как цветочек можно делать. Бусина 4 миллиметра, по-моему. Или 3 миллиметра. Скорее всего, 4 миллиметра бусинка. И вот так смотрится тоже красиво. Ну, а если одеть побольше бусинку? Давайте посмотрим. Угу. Ну, возможно, и такое решение тоже. Возможно. Так. И последние. Ну, такие у меня тоже шапочки были. И есть. И в медном цвете есть. 4 листика. Ну и здесь взяла я сколько? 10 миллиметров. Хорошо подходит на 10 миллиметров. Вот такой набор шапочек. Конечно, таких шапочек можно на Алиэкспрессе найти и в 2 раза больше. Ну, надо сравнить цену. Но здесь выбор большой. Конечно, по 20 штук. Вот эти красивые шапочки. И можно подобрать на любую бусину, какая вам нужна. Теперь вот такие бусины посмотрим. Это бусины 8 на 8 миллиметров, граненые. Я выбрала цветные. Посмотреть все цвета захотелось. Здесь хорошо по 2 цвета.
И здесь 5 бусин, значит 10 идет по 10 бусин в ниточке. Ну вот, раз, два, три, 4, 5. 5 цветов. На нитке 50 штук. 50 штук на ниточке. И, конечно, написано у продавца, я прочитала, что это из натурального белого нефрита. Насколько это нефрит, я не знаю. Наверное, все окрашено, тонировано. Но цвета красивые. Мне понравились очень цвета. Они такие нежные. Вот красивый, да? Розовый такой. Арбузный цвет. Голубой нежный. И зеленый. Желтый такой. Все такие нежные тона. Бусинки мне понравились, конечно, но я не знаю. Можно такие найти, наверное, на Алиэкспрессе. И сравнить цены. Сколько стоит. Так, дальше. Ну, а теперь подвесочки посмотрим, какие я выбрала подвески. В комплекте идет 5 таких подвесок. Написано, что это из натурального агата. Ну, скорее всего, это тонировано все. И огранка, и полировка каждого драгоценного камня различается по цвету и размеру. И размер у каждого разный. У продавца написано, что вот, например, этот 3 сантиметра идет от 40 миллиметров и до 25, наверное, ширина бывает. Ну, здесь 22 миллиметра. И они, видите, все разные формы. Вот такой цвет мне пришел. Ну, наверное, похож на флюорит. Интересный камень. Внутри много трещин. Так, а этот белый-белый, как будто бы хрустальный или кварц какой-нибудь. Тоже внутри идут трещинки. Вот этот цвет, мне кажется, похож под розовый кварц. Ну, такой он мутный внутри. Ну и похожие две подвески, похожие по цвету, немножко ярче вот этот фиолетовый цвет. Здесь немного потускнее. Ну, цвет, наверное, под аметист. Я так думаю. И видите, все формы разные. Идут они уже с бейлами. Очень простые бейлы такие под золото. Но, как пишет продавец, что это хорошие бейлы. Ну и, конечно, мое личное мнение такое. В магазине можно найти интересную цену на товар. Ну и ради ощутимости, экономии стоит, наверное, потратить время и что-нибудь выбрать на $40, если у вас есть такая возможность. Ну и тогда вам будет бесплатная доставка. И у кого есть канал на YouTube, стоит, наверное, попробовать их рекламную программу BabyCraft YouTube. Ну и вам уже решать, стоит ли этот магазин вашего внимания или нет. Ну а если вам понравился такой формат видео, я жду от вас комментариев. Мне интересно ваше мнение, кто
пользовался таким магазином или нет. Пишите комментарии, будем общаться. Ну а если понравилось видео, поставьте мне пальчики, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!